Доброго времени суток, ребята и ребятушечки. Меня зовут Петрович. Я буду помогать Викторовичу комментировать видео. Он работает руками и головой, а я буду болтать языком. Итак, мы начинаем новый проект в рубрике «Техника из металлолома». В этот раз техника для любителей ретро. Короче говоря, трицикл в ретро-стиле. Ну, а вы, ребята, помогайте нам своими советами и предложениями в комментариях, ведь это наше общее дело. Бригада. Помчали. Как всегда, без кроватей нам не обойтись. Еще пару проектов, и у нас кроваток не останется. И мы будем спать на полу. Нам нужны два уголка, они даже по цвету подходят к коляске. А вот и помощник пришел из школы, владелец трицикла прошлого проекта. Кирюху помните? Друзья, Викторович хочет мотор задвинуть немного вовнутрь, хотя бы утопить коробку передач. Говорит, что если мотор будет с коробкой спереди отдельно, то будет похоже на поезд с вагоном. Как бы мотор будет жить своей жизнью, а коляска своей. Он прекрасно понимает, что так ему будет больше работы, ну, посмотрим. Ребята, мы никого не учим и не указываем, как нужно делать. Эти видео об историях создания нашей техники. Может, где-то можно было сделать лучше, или легче, или вообще по-другому. Мы делаем из того, что попадется, из того, что Бог послал. У нас все спонтанно, каждый день новая идея. Вот, сегодня Бог послал коробку передач от МТ. Снимем заводную ножку. Ее все равно нужно будет переделывать, так как коробка будет внутри коляски. Хочется, чтобы было все как можно в притирку, поэтому понемногу отрезая, пришлось поиграться. Хорошо, что вместе с коляской нам досталась рама с мостом, она нам очень пригодится. А вот какая была доставка. Warner Brothers, Packer Brothers. Что интересно, без мотора, блядь, какая скорость? Снимаем крепление запаски, хоть и коляску мыли несколько раз керхером, под ним оказалось болото, хватит на один вазон. Отрезаем внизу ровно там, где соединяются трубы. Потом окажется, что это идеально. Вверху отрезаем с запасом, ничего не известно, все только в мыслях в голове. Ребята, когда я говорил, что Викторович делает все спонтанно, я немного лукавил. Он может часами сидеть возле одной детали и прокручивать в голове, как лучше ее установить.
Да, пришлось, конечно же, пару часиков поиграться, но все вроде получилось. Соединять коробку с мостом планируем при помощи длинного карданчика, другого лучшего варианта вроде нету. Чтобы карданчик не мешал, чуть утопим его ниже сиденья. Это не карданчик, но будет, где-то так. Отрезаем лишнее. Ребята, а вы видели, какие трубы на рамах? Здесь толщина где-то 5 мм. Пока прихватим раму к коляске. Подножку мы скорее всего оставим, она вовсе не помешает, даже пригодится. Сейчас будем устанавливать заднее крыло. Вот так Викторович по чуть-чуть отрезает, дабы не было перебора. Крыло еще не село на место, но Викторович его уже забраковал, сказал, что оно не такое уж и раритетное. Нас услышали там и послали вот это. Ну привет, завгар по имени Джек. Не серчай, все на месте. Когда-то, вот таким ты нам достался. Это крылышко, конечно же, раритетнее, а насчет сидения потом посмотрим, может оставим, а может снимем. Друзья, а вы как считаете? Пишите в комментариях, нам очень важно ваше мнение. Крыло еще не село на свое место, и оно, мне кажется, подходит лучше. Ребята, нужно начинать делать переднюю подвеску, но чтобы сделать рулевое, нам нужно определиться, какой руль будет лучше, от машины или мотоцикла. Плюсы в руле от мотоцикла: то, что не нужно делать педали газа и сцепления, а также с ним будет удобнее садиться. Но неизвестно, как рулевое будет справляться, если руль можно будет повернуть только на 180 градусов. Пишите, какой руль вам больше нравится, ну а если что, переделаем.
друзья. Пока на этом все, Завгар уже косо смотрит, у него сейчас тихий час, да и есть в жизни еще и другие дела. Ну и как всегда, если видео зачетное, то с вас лайчик, подписочка и малюсенький комментарчик. Ну и строго не судите, это развлекательный контент. И жмите на колокольчик, так вы не пропустите следующие серии. До скорой встречи, пока-пока.